Добрый день, с вами ведьма Аграфена, мой канал Магии Колдовства. Я занимаюсь всеми видами магии, в том числе боевая, наказание, откуп от дурной судьбы, от смерти, от болезни, изменения судьбы, черная магия. Также вы можете найти меня в инстаграме, в телеграм-канале, где я публикую закрытые по модерации, на других площадках материалы, ритуалы. Сегодня у меня гадание на неделю 23-29 мая по знакам зодиака. Каждое утро мы просыпаемся, потому что у нас будет солнце. Таким образом, самые близкие планеты Луна, Солнце, более далекие, влияют на наше здоровье, самочувствие, наши энергии, эмоции, решения, окружающие события, привлекает к нам каких-то, влечет людей. И мы это все исследуем на картах. Сегодня Дева, Весы, в этом видео Скорпионы, Стрельцы, Козероги и Водолеи. Помним, что еще кроме этой решетки, да, как бы нам дается еще воля, магия, как взлом судьбы, хакерство такое. Итак, где мы можем получить больше, чем нам дано, да? Или кто-то хотел, чтобы было дано. Итак, Дева. С чем входит Дева? У Девы полный праздник. Полное наслаждение жизнью, и деньги, и семья, и может попадете напрямую на какой-то праздник, свадьба, день рождения, приятное общество, по работе, суд, решение какое-то важное, к которому вы долго шли. Также это может быть оформление каких-то документов или напрямую суд, который решится в вашу пользу. Получение всяких лицензий, бумаг от государства, все это в позитивном ключе, в том числе и трудоустройство. Вот. Все позитивно очень. Социум, двойка жезлов, как говорится. Отпараллеливание. Дева не очень социальная такая по жизни, но вам придется как бы так вот принять участие в какой-то тусне, но очень не хотелось бы, да, вам с этими людьми общаться, но придется в том числе и подумать, да, как вам с ними договариваться, какой подход найти. В целом эта карта говорит, что может лучше подумать, да, еще 100 раз, чем вступать в это общество, общаться с кем-либо, с кем у вас там какие-то созрела необходимость, да, хорошо подумать, как подойти к этому человеку. Верховная жрица. Угу. По состоянию здоровья. Ну, Верховная жрица — это прояснение неясности, также это избавление может быть и от какого-то состояния вот такого парчельного, как будто вы на каких-то под какой-то порчу. То есть вы выясните наконец и придете какой-то ясности, да, что это такое, найдете, либо выйдете из вот этого вот мутного состояния. Также обращение какого рода народной целительницы будет позитивно, поскольку решит ваш вопрос. Так. Наша личная жизнь. Угу. На штыках. Прям никакого компромисса, только в бой, только ругаться. Ну, что для одиноких дев не способствует, конечно, такое настроение. Все в штыки, причем ничего не приемлете, никаких доводов. Очень жесткая такая карта. В общем, можете поссориться. Ну, конец недели. Ну что, Дева все-таки приходит к выводу, что она будет общаться с теми, с кем видит общее будущее, с кем у нее общие интересы, с кем у нее какие-то деловые интересы. Может быть, даже заработок на выходных такой вот предстоит. По весам. Так, весам. Общество, которое вас затирает. Неприятное ощущение, что вы сделали какой-то неправильный выбор, или вас несправедливо критикуют. Вот такое вот. Что-то посмотрим, к чему это может относиться. Вот он, Вестник мечей. Ну, это вот, знаете, когда вам по мелочи
По мелочи вас критикуют, просто ищут какие-то соринки в глазу вашем и пытаются вас вот так вот обойти по вестнику мечей. Также какое-то сложное собеседование, где вам кидают всякие подколки, какие-то каверзные вопросы, такие вредные, гадкие люди. Социальная сфера также характеризуется тем, что вас не оценивает по достоинству. Чрезвычайно небольшой, маленький результат. То, что вы намеревались сделать, вам тормозят, пытаются вас как-то усложнить эту ситуацию. То есть какой-то незначительный выхлоп от ваших хлопот. Вы рассчитывали на большее. По состоянию здоровья колесница. Колесница неплохая, а вообще хорошая карта для тех, кто в принципе здоров. Но она может означать быстрое развитие с какого-то заболевания, особенно инфекционного. То, которое там за часы, за сутки, за двое раскручивается. То есть если первые признаки какой-то головная боль, то есть это может быстро очень развиваться. В целом карта неплохая. Кстати, для спортсменов, для тех, кто участвует в соревнованиях, на скорость, бег, карта неплохая. Хорошая колесница. Единственное, что она подхватывает любые симптомы и быстро очень их раскручивает, если они есть. Так, что-то личной жизни, девятка мечей. Что такое? Борьба, вот она. Ага. Ну вот это может быть и критика, и на работе, весы. Ну что тут? Разочарование. Ну, знаете, девятка мечей это та карта, где вы очень уже много обсуждали этот вопрос, пытались его решить. Ну и вот он вас как-то не радует. Ну, это, собственно, касается и отношений существующих. Также это может быть какие-то проблемы у партнера со здоровьем. То есть что-то такое в семье происходит, что заставляет вас, может быть, отчаиваться. А с другой стороны, если вы одинокие весы, это вы думаете, ой-ой-ой, зачем мне вообще эти все отношения, ну их. Ну, заканчивается, как всегда, жизнеутверждающий император. Это может быть и ваша ипостась такая, да, что я держу под контролем себя, свою жизнь. Также это может быть помощь от пожилого человека, от государства, приятное известие от того же императора, появление императора, какой-то совет очень важный, ну, государственную помощь, в том числе императора. Карта такой властной поддержки, однако также может означать, что все это вы держите, у вас железная воля, и вы подчиняетесь, не сдаетесь. Потому что тут по сути ничего такого плохого нет. Единственное, что любовная такая, как бы, не оценили по достоинству. Чего-то и на работе такая же фигня, да? С критикой. Так, наши скорпионы. Вау, скорпион. Ну что, тут скорпиона страсти мордасти. Надо выяснить, с чем связано. То есть неожиданный разворот. Он может касаться какой-то страстным приключением в личной жизни. Однако, очень напряженная карта. Посмотрим, сколько она опасна тут. Так, по работе. Надоело, все скучно, все изживу себя. Нет энергии на то, чтобы это тянуть. Вам хочется это все бросить. И вообще уйти с этого дела. Также, если вы ищете работу или у вас какие-то собеседования, карта говорит, что как-то все это без движения, все это себя как бы отжило. По социуму, ваше окружение, друзья, знакомые, встреча с кем-то из прошлого. Приятная, кстати, встреча с разговором, чай, кофе, капучино, что-то еще, в общем, поддержка какая-то, может быть, родственник. Приятная карта. Отличная карта по здоровью. Так, с чем туз мечей связан? Будем, наверное, все-таки с работой. Так, десятка кубков. Отличное состояние здоровья, выздоровление, улучшение состояния здоровья в любой ситуации. Одна из карт беременности. У кого это актуально. Так, ваша личная жизнь, двойка жезлов. Хорошо подумайте. Либо ничего не происходит, кто-то в задумке
в сомнениях. Карта бездеятельности, карта раздумий. Тихая, спокойная карта для семейной жизни. Ага, вот оно. Критика со стороны окружающих. Ну, неприятное общество. Но я бы сказала, что туз мечей скорее указывает на, может указывать на беременность. Вот одна из карт беременности. Потому что она, туз мечей тут поддержан только позитивными картами. Поэтому скорее указывает на какое-то новое начинание, прилив энергии. Может также указывать на вот, ну, то, что можете радикально изменять ситуацию по работе, то есть начинать заново. Вот еще такой вот больше может момент этот туз мечей, типа решил жестко и в целом позитивная карта. Стрельцы, стрелец, страхи, борьба с ветряными мельницами, видите врагов там, где их нет, такое накручивание себя, потери энергии, причем я же говорю, реальной опасности нет, реально вкладываться в эту борьбу не стоит. Зато по работе нерешенные вопросы, в том числе юридические, что-то не оформлено, не выдано, не подписано, идет какое-то бесконечное обсуждение, взвешивание, высчитывание. Ну, заносить хвосты придется так. По социуму. Ну, кстати, интересная карта. Верховная жрица. Обращение, то есть рекомендуется обращение к разного рода практикам мистическим, магическим. С другой стороны, все, что касается чего-то, там, где нужна ясность, да, это получение документов, получение справок. Будьте внимательны, потому что по верховной жрице может таиться какая-то, ну, какой-то неприятный нюанс скрытый, какая-то скрытая гадость. Также ну, подвох может скрыться там, где нужна четкость, да, в общем. Состояние здоровья, знаете, какое-то несварение. В целом карта неплохая. Единственное, у кого есть какие-то проблемы с пониженным давлением или несварением, они могут проявиться. В целом карта неплохая. Карта пресыщения называется. О, любовная жизнь. Интересная карта. Известие от любимого. Какая-то активная переписка для одиноких. Причем такая вот серьезная. Прям все, беру билеты. Или там, особенно у кого отношения на расстоянии. Такая вот основательная. Прям основательная. С какими-то решениями, принятиями решений. И по конец недели императрица перевернута. Ну что, а стрельцов есть такое, что вы чувствуете, что перестаете контролировать ситуацию. А вот чем стрелец иногда будет слишком активным. Так, ну что я бы сказала, в чем. Вот. Потому что активная борьба, вот этот нерешенный вопрос, да, вы ищете подвох там, где его нет. Я бы это отнесла к контролю над какими-то рабочими моментами, где вы пытаетесь передавливать, да, и потеряете контроль, да. Не стоит слишком сильно обременять себя там всеми этими мелочами каким-то образом, да, то есть проще отнеситесь к этой ситуации, чтобы вы ее не контролируете. Ну, вот так вот что-то по императрице. Козероги. Так, козероги. Что-то у нас с козерогами. Белая карта, да? Вот она. Козерог в потоке каком-то предчувствии, в потоке мистических каких-то прозрений. Что-то ему вот сны какие-то могут быть. Сны, предчувствия, загадочные дела. Так, четверка жезлов. Четверка жезлов, она хороша только для тех, кто связан с загородным строительством или отдыхом. То есть всяческого рода отели, парки, лесники. Вот. Для всех остальных это означает скорее, ну, пока это передышка, пока это отпуск, пока это какой-то сниженный темп, может быть, работы. Вот так вот.
Ну, я же говорю, за исключением тех, кто работает за городом. Вот такая вот загородная какая-то работа. О, любовная любовь. Угу. Интересная карта. Знакомство для одиноких может означать даже возможность знакомства одновременно с разными потенциальными партнерами где-то в каком-то месте, где люди, ну, общаются на посторонние темы. Это общественные места, разного рода вокзалы, границы, какие-то праздники, да, тусовки. Вот получается, что эти отношения, там, знакомство может перерасти в что-то такое глубоко личное, дальнейшее. Вау, вестник кубков, интересно. Хорошее состояние здоровья, возможно, что вы, может, захотите даже злоупотребить этим. А также карта детская, вестник кубков, потому что означает такой вот сделали ребенка невзначай. В целом улучшение состояния здоровья в любых ситуациях, даже если вы серьезно больны, почувствуйте прилив сил. Так, несправедливо. Так, в личной жизни. Ну, в личной жизни несправедливо. Получается, справедливость перевернута, говорит о том, что вы можете как-то выйти из себя, совершить какой-то неосторожный, может, слишком резкий шаг, да, который непродуманный, слишком много эмоций. Это, кстати, ваша карта, это ваша манера, да, наделать делов. То есть не надо подавать на разводы, потому что карта что-то вам не пойдет на пользу. Так, примите таблетку, да, успокойтесь, не надо сильно критиковать партнера, вы несправедливы, потому что в целом для Козерога карта хорошая, да, это ваша ипостась скорее. Шестерка жезлов. Ну, дорога, путешествие, тут все связано к тому, что, скорее всего, что действительно вам какое-то время будет передышка, вы отправитесь в какое-то путешествие короткое, недалекое, и также предъявите миру какой-то ваш, может быть, ну, небольшой триумф, радость какую-то, вот такая вот любовная любовь, власть. Я бы больше сказала, что это власть, это хорошее состояние здоровья, власть над противоположным полом. Что у всех любовные карты выпадали. Угу. Так. Водолеи. Водолеи старая история, старые разборки, человек из прошлого, занос тех же самых хвостов, на все разговоры на те же самые темы. Ну, давайте посмотрим, к чему это относится. Так, по работе. Уклонение. Отклонение. Вам не хочется заниматься этими мелкими, мелкими делами. Хочется от них уйти. Также эти предложения, если они есть и вы в поиске, они вас не устраивают. То есть это не то, что вам хотелось бы. Даже разговаривать об этом не хотите. Ну и вообще такая вот мелкая беспокойное хозяйство, да, это как по работе такая карта, мелочи, над которыми вам не хотелось бы работать даже. Иерофант, интересная карта, идет в вашем окружении, то есть это может быть знакомство с каким-то очень статусным человеком, заключение договора, причем речь идет о ваших друзьях, ваших знакомых, ваших родственников. Также там может быть какое-то вступление в наследство, подписание контракта. Также знакомство с неким иерофантом, то есть человеком, облеченным каким-то знанием, властью. Ну, интересная такая очень. Кстати, может быть в перспективе духовным союзом с этим человеком. Может и не только духовным. О как. Так. Ну, здоровье, вы активны, однако вы рассеиваете свою энергию на всех направлениях и можете почувствовать, да, если вы выздоравливаете или у вас была болезнь, эта карта очень хорошая, организм сопротивляется, вы активно наращиваете, да, сопротивление болезни. В остальных случаях ваш организм очень активен, и вы можете почувствовать это в каких-то маленьких температурках, каких-то, может быть, бессонница, да, какой-то, да, вот
подъем такой. На всех направлениях вы тратите вот эти жезлы, это все ваша энергия, вы очень много ее потратите. Но поборете все дела, сделайте все дела, физически выстоите, однако очень устаете. Ну, рыцарь мечей это вы сами, это, собственно, водолейская карта. У вас такой очень жесткий настрой в любви, в отношениях, где вы там готовы порубать всех нафиг. Непримиримость некая, это уже ваша ипостась, это вы, как говорится, водолей слетел с катушек и пошел рубать. Ну, что это для женщин? Это же вы можете, и женщина может быть, это скорее указывает на вас самих, какой-то раздражительный тон. Может быть, вот вообще иерофант у вас какой-то засветил, прям интересная карта. И верховная жрица, верховная жрица, верховный жрец, верховная жрица. Ну, слушайте, ну все. У водолеев какое-то очень знаковое совпадение, я бы сказала. Иерофант у нас и есть верховный жрец, верховная жрица. Магия, тайна, человек, встреча с человеком единым по духу, причем у вас какие-то прям загадочные отношения, особенно если вы женщина. Что-то как-то очень быстро развивается. О, как. Верховный жрец, верховная жрица. Ну, вы даете водолеям. А также это может быть еще указанием, что как раз выход на контакт, пришло время какого-то ритуала, который вы давно откладывали. Ну, вообще, верховный жрец и верховная жрица это как пара. Так что приготовьтесь, водолеи. Вас ждет интересная встреча, которая станет, может быть, потом личной, изменит вашу жизнь. С вами была ведьма Аграфена. Все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео, пожалуйста, только в письменном виде, потому что звонки я не отвечаю.